получил я шариковинтовую пару на 16 с опорами. Все. И пойдет на замену вот этого вот винта. Но тут есть у меня такая вот как бы, ну я бы не сказал, что проблема, но все равно. Но тут у меня есть такой вот нюанс, да. Что если взять вот по ширине, вот она подходит. Вот возьмем другую, сейчас тут у меня есть еще. То есть я планирую поставить двигатель. Я планирую поставить двигатель где-то здесь, вот так, я думаю так. Или он будет на прямой передаче, или как-то там что-нибудь придумаю по-другому. Но, как я понял, он у меня вот так, ну, никак не получится, наверное. Вот так вставить его под ШВП. Потому что, вот если возьмем опору эту, то вот она занимает, ну, практически, сейчас попытаюсь, чтобы было видно, она занимает тут всю площадку, и тут, ну, некак поставить его вот в таком виде двигатель, чтобы вот он снизу там не вмещается. И еще беда такая, ну не беда, но вот тут есть отверстия, которые совершенно не подходят. Вот если посмотреть к этим отверстиям, да, которые есть. Можно просверлить другие, но слишком близко находится к существующим отверстиям. Надо будет продумать здесь, потому что поставить надо только на эти пятачки заводские вот. Потому что я надеюсь, что они должны быть сфрезерованы или там подогнаны в один уровень со станиной, там все. Поэтому как бы вот так. Но тут нюансик такой, что как я не подбирал, и все равно она получается, да, вот если мы поставим ее вот так, и с этой стороны так, то вот она получается у меня, короче, вот так. То есть саму эту ШВП, я думаю, что с этого конца надо ее проточить, чтобы сделать размер, чтобы можно было установить на эти площадки. Что в принципе как бы не такая уж великая проблема, да, если не считать того, что завал цеплять нельзя, потому что тогда отверстие, вернее не отверстие, тогда проточка будет не соосная. Ну, по крайней мере, я где-то тут имел 12.04. И еще, будучи в Молдавии, я проточил, и она получилась у меня некачественная. Я тогда не знал, как сделать правильно. Теперь знаю. Патрон цанговый, который можно закрепить в патроне токарного станка. И цанги к нему. И вот если туда в цангу, допустим, на 16 вставить вот эту вот ШВП, вернее этот винт туда, да, тогда получается все хорошо. Остается только проточить. Надеюсь, она каленая, вернее не надеюсь, думаю, она каленая, не знаю как, но думаю, что прогрызу на то расстояние, которое мне нужно. Потому на данный момент задача такая, чтобы восстановить хотя бы в ручном режиме, чтобы с ним можно было работать, да. Поэтому, так как тут мы разобрали, это у нас вот панель временная, так чтобы подогнать. Все. Тут у нас двигатель находится вот внизу. Вот так, если посмотреть с этой стороны. Сейчас развернем. Вот так, если посмотреть. Тут будет плита, ну как минимум алюминий. Может быть будет стальная. Посмотрим, как будет и чем сможем обработать. Так по сложности она вроде бы как бы не представляет собой
чего-нибудь такого заумного, можно и стальную плиту сделать, потому что как бы нету фрезера, чтобы обработать. Но можно в конце концов срезать это все болгаркой, это все рассверлить. Это не точное отверстие, просто для того, чтобы шпиндель, чтобы вот это колесо сюда. Ну, ничего такого сложного здесь нету. Но посмотрим, как она будет. И вот тут таким макаром расположился вот двигатель. И можно будет регулировать выше, ниже чуть-чуть, и вот там в пределах, чтобы натянуть. Так, где тут ремень у меня есть? Вот такой. Вот. Почему такой? Да потому что их несколько штук у меня. И уже колеса я наделал, и если посмотреть, вот так вот я наделал этих колес. Под этот ремень научился, как их делать. Вот если взять, смотрим, они идеально подходят. Можно, конечно, я не говорю, что не надеюсь, скажем так, да, что станок будет обладать каких-нибудь сверхточностями какими-то. Я не знаю. Я попробую сделать вот так бюджетно, как получится. То есть, используя фактически ресурсы своей мастерской. Сейчас не идет речь о том, чтобы создать какой-нибудь промышленный образец. Просто хочу переделать, и чтобы он обеспечил определенную точность, которая хотя бы в пределах его заводских показателей. Беда, что у меня нету линейки поверочной, я никак не могу шабрить эту станину и все, потому что очень плохо тут все. Но пока до этого не дошли, пока думаем, как и что решить. И задача такая, чтобы хотя бы поставить двигатель, этот серводвигатель запустить в режиме, то есть как шпинделя. Он может работать в трех режимах. Но самое главное, что вот, допустим, к моему случаю, к моему станочку, да, вот это в этом драйвере вот эти два режима можно совместить. То есть можно из управляющей программы это все переключиться в таком режиме, что как бы это очень важно. Для меня было это очень важным моментом. Но на данный момент стоит задача такая, чтобы хотя бы запустить его, чтобы на нем элементарные токарные операции выполнять. Потому что становилось все. Оказывается, насколько же он все-таки был в работе. Вот, все, что касается часов, становилось, все стоит, потому что нечем проточить, нечем подгонять. Ну, как бы, примерно вот такая вот задача. На поперечку, вот у меня винт от поперечки. И на поперечку мне просто нечего туда вставить, потому что как бы ничего не вмещается, кроме вот этого вот на 8. Такое это винты вот как на 3D принтерах используется. Ну и соответственно гайка тут должна быть и пружина, ну, для того, чтобы убрать люфт. Но я заказал там немножко по-другому гайку, такую, чтобы вот тут будет по-другому. И как бы вот так. Не думал, что будет так много работы. И что это займет. Но так оно.